Миллиардер Ричард Харпер жил в Сиэтле и привык контролировать все, кроме самого страшного. Его 5-летний сын Итан заболел стремительно, словно кто-то выключил в нем свет. Утром ребенок смеялся на ковре в гостиной, а вечером уже задыхался в больничной палате. Врачи зафиксировали смерть после редкого и почти незаметного сбоя жизненных показателей. Документы были подписаны, тело передано семье, а похороны прошли на следующий день в закрытом семейном склепе. Ричард не верил в происходящее, но шел по инерции, потому что боль не оставляла места сомнениям. Дом после похорон стал пустым, а тишина — оглушающей. Спустя 2 суток он вернулся на кладбище, не зная зачем, просто чтобы убедиться, что все это было реальностью. У семейного склепа работал мальчик по имени Джейсон, сын смотрителя кладбища. Он убирал сорняки у каменных плит, когда услышал странный приглушенный звук, доносившийся из-под земли. Это был не ветер и не животное, звук повторялся, слабый и отчаянный. Мальчик испугался, но не ушел. Когда Ричард подошел к гробнице, Джейсон указал на каменную плиту. Сначала миллиардеру показалось, что горе сыграло с ним злую шутку, но, прислонившись к холодному мрамору, он услышал то же самое. Земля отвечала. Дальше все происходило быстро и хаотично. Были вызваны экстренные службы, вскрыт склеп, сорвана плита. Изнутри потянуло холодным воздухом, и в темноте показалась маленькая рука. Итан был жив. Его состояние оказалось следствием редкой медицинской ошибки, глубокой псевдокомы, принятой за смерть. Ребенка спасли. Расследование привело к аресту врача, подписавшего ложное заключение. Но для Ричарда это уже не имело значения. Он сидел у больничной койки сына и понимал главное. Никакие деньги не вернули бы ему Итана, если бы один мальчик не прислушался к тому, что остальные сочли невозможным. Склеп в Сиэтле позже снова закрыли. Но для Ричарда он навсегда остался напоминанием о том, что иногда жизнь возвращается не благодаря власти или богатству, а благодаря вниманию и смелости ребенка, который просто услышал, как земля просит о помощи.